Перемены в личной жизни. Что же произойдет? Как всегда, с вами Вика. И новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, у многих может проиграться, что сейчас настроение совершенно не романтичное. Во-первых, кто-то из вас сейчас находится там, где горячо, да, вот вы понимаете, о чем я говорю, где очень жарко, где много, может быть, таких столкновений, скажем так, да, то есть про романтику думать точно нельзя. Кто-то из вас сейчас находится, ну, не в самом лучшем, не в самом ресурсном состоянии. Не хочется ни с кем общаться, не хочется ни с кем делиться, а хочется вообще как-то ото всех закрыться, спрятаться и вообще никому ничего не рассказывать. В общем-то, вы не из тех людей, которые будут всем направо-налево рассказывать свои какие-то болезненные моменты, свои переживания. Только, может быть, один-два человечка есть в вашем окружении, но это либо самые близкие, либо же, может быть, ближайший друг есть, да, там родственники, с которыми вы можете поделиться какими-то своими переживаниями. И то, я думаю, наверное, на все 100% вы даже им не рассказываете то, что у вас происходит в душе. Как-то вот вы привыкли сами решать свои проблемы. Единственное, что в этот период, когда вы все решаете, да, вы можете замыкаться, вы можете, ну, не так коммуницировать, да, вам не хочется брать трубку, когда вам звонят даже близкие люди. Ну, то есть, знаете, как будто уходите в себя, вот как отшельники. Ну, дом, работа, и на этом все заканчивается. Давайте сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите в комментариях все, есть ли у вас такое сейчас состояние, да, вот какого-то отшельничества, вот хочется побыть наедине, да, с самим собой, никого не хочу видеть, никого не хочу слышать. И вообще, знаете, есть такое состояние, как будто то ли это эмоциональное выгорание, у кого-то может проиграться, что в связи с вашей такой тяжелой физической работы. У вас еще сюда можно добавить и вообще такую физическую усталость. Ну, то есть вы как будто подустали, такая вселенская усталость. У кого-то от переживаний, у кого-то еще от физической работы, у кого-то это двойной микс такой. Напишите, ребят, у кого что проиграется. Вот есть у вас физическая усталость, эмоциональная, либо же вот двойной такой напряг у вас. Хочется, знаете, вот вам хочется куда-то рвануть, но рвануть просто, чтобы отдохнуть и никого ничего не видеть. Возможно, даже проиграется, что вы давненько не отдыхали, давно никуда не ездили. Вот именно сидите вот там у себя, там, где вы живете, да, в вашем городе, там, либо в деревне, и давненько никуда не выезжали. Вам очень хочется поменять, ну, то ли окружение свое, да, вот немножко перезагрузиться, хочется куда-то умчаться. Но, опять же, у кого-то проиграется, что финансы не позволяют, у кого-то, опять же, там личностные моменты могут быть здесь, либо же по здоровью еще может быть момент, да, что вот далекие такие переезды, перелеты могут быть запрещены, да, в связи с здоровьем, там, особенно если это сердце больное. Либо же здесь еще какие-то моменты могут проиграться. Ну, похоже, что это как-то связано, может быть, даже с вашими родственниками. Кто-то может присматривать за больными там родителями, да, либо же и другие там ваши родственники, за которыми вы присматриваете. Поэтому вы не можете их оставить и просто умчаться. У кого-то может проиграться даже, что вы хоть и одиноки, в общем-то, да, но живете с ребенком. То есть ребенок остался не с мамой, а с вами. Тоже может проиграться. То есть вот если резюмируя, я скажу так, что сейчас вот, ну, скорее у вас такое, знаете, состояние, душа болит, а сердце плачет. Абсолютно не до отношений. Здесь может еще проиграться, что обострилась либо же болячка какая-то, да, сюда тоже можно отнести. Ну, такое, знаете, вообще депрессивно-упадническое настроение, может даже проиграться черная полоса. Сюда тоже можно отнести, что
Как будто вот за что не беретесь, все не получается. Там работу не можете, допустим, найти. С личной жизнью тоже не получается. В общем, за что не беретесь, вот как-то, ну, все валится с рук, да? Отсюда и ваше такое настроение. Понятно, что у каждого это по-своему проиграется, но в принципе приблизительно я описала, резонирует у вас или нет, это вы уже решаете сами. Так, давайте-ка смотреть, что же будет в личной жизни. Будут ли вообще у вас какие-то перемены? А ведь на самом деле, смотрите, мне показано, что вы человек, который когда-то был очень-очень такой душевный, что ли, очень ранимый, да, но вы после всех вот этих вот жизненных перипетий, вы стали, может быть, более жестче, более вспыльчивый. Кто-то из вас сейчас однозначно находится, ну, в таком состоянии, я даже не знаю, вот как его назвать. Это когда смысл жизни потерян. Давайте вот уточним, с чем это связано. Это связано с сердечными, с душевными ранами. Это, скорее всего, проиграется у тех, у кого недавно вот было предательство, развод. Да? Ну, здесь, как правило, проигрывается любовный треугольник. Это женщина, которую вы любили, которая нанесла вам такой вот серьезный удар, да, в самое сердце, ну, своей изменой, своим предательством. Поэтому смысл жизни потерян. И знаете, вот я так скажу, в ближайшее время, особенно у тех, у кого вот такое состояние проигрывается, в ближайшее время вам даже вот не захочется никого иметь, потому что не самое лучшее ваше состояние, оно у вас абсолютно не настроено на романтик, да? Если у вас, допустим, проиграется черная полоса, здесь не до женщин, да, вам хочется как-то вырулить, да, кому-то работу найти, кому-то финансы подзаработать. А женщины уже где-то там, да, я не говорю, что вы крест ставите на личной жизни, но тем не менее в ближайшее время может у вас проиграться, вот именно у тех, у кого сейчас, ну, такое плачевное состояние. Но пройдет какое-то время, опять же, бесконечно не может быть, да, такое вот унылое состояние, всегда за черной полосой идет белое. У вас будет точно так же. Начнете оживать, и я вам скажу, что ваше окружение, ваши близкие друзья, у кого-то коллеги, с которыми вы, может быть, дружите немножко тогда, они вам помогут вот потихоньку, хоть вы и не хотите ничью помощь принимать, но вот они вам помогут выйти из этой берлоги, из этого состояния. Когда вот вы начнете оживать потихонечку, полигонечку, вы себя почувствуете совершенно вот внутренне, как будто другим человеком. Это могут быть разные эмоции, да, вот поскольку это общий расклад. Кто-то может даже посмотреть в зеркало и увидеть, что что-то изменилось в вашей внешности. Возможно, у кого-то уже проигрывается. Ребят, напишите. Вот как будто вы проснулись от зимней спячки, да, выходите из этого такого депрессивного состояния, вы понимаете, что кто-то похудел, может быть, кто-то наоборот, может быть, на лице осунулся, да. У кого-то еще какие-то признаки, вот знаете, ну, во внешности, вот именно во внешности, в фигуре. Это могут быть, к сожалению, не самые лучшие такие признаки, но после такого состояния это, в общем-то, нормально. Но, как говорю, ребятушки, кто сейчас вот в таком нересурсном, да, находится периоде, это пройдет, и когда вы окончательно оживете от этого состояния, вы почувствуете, что, в общем-то, все, что произошло, это все было к лучшему. Я не скажу, что вы сразу кинетесь на всех подряд женщин. Нет, вы не из тех, абсолютно. Вы будете выходить потихоньку, полегоньку с этого состояния и, знаете, как будто так издалека, что ли, присматриваться к женщинам. Просто которые вас окружают. Кто-то на работе будет присматриваться, кто-то, может быть, где-то там в компаниях, либо по соседству, неважно где вы. Но вы будете понимать, что вот как-то вы то ли разучились, да, вот завоевывать женщин. Вот какое-то ощущение такое появится, что
Не хочется бегать ни за кем, не хочется никого добиваться. Это будет попервой, ребят, у кого это проигрывается. Опять же, я не говорю, что это абсолютно у всех будет. Это только у тех, кому сейчас так безумно тяжело. Будете входить в свое ресурсное состояние очень постепенно, пока не встретите свою будущую новую императрицу. У вас таки появится женщина, которая, наверное, вот зацепит вас до глубины души своей чистотой, своей порядочностью. Внешность тоже вам, в общем-то, будет импонировать, но внешность для вас уже не важна после того, что вы пережили. С ней вы тоже будете осторожничать, и чем больше будете ее узнавать, она вам будет, знаете, напоминать то ли маму, вот кого-то из близких людей, может быть, даже скорее из родственников будет напоминать какими-то чертами, может быть, напоминать внешностью, да. Вы будете, чем больше с ней общаться, вы будете понимать, как хорошо вам с ней, как вы с ней расслабляетесь. Это первый, наверное, человек, ну, я имею в виду первая женщина, да, вот за последнее время, может быть, у кого-то и за последний год, несколько лет, опять же, у кого как проиграется, с которой вы можете расслабиться и побыть самим собой, которую вы чувствуете очень сильно. Вы можете порой удивляться, что такие женщины бывают, да? Вот вас будут одолевать сомнения, что ну не может такой человек быть, да? Ну такого не бывает, да? Женщины другие. Вот она будет попроще. Вот она будет такая, знаете, ну простая. Она будет простая, такая домашняя, очень уютная. У вас не будет с ней вот сразу таких, знаете, прям глубоких романтиков. Впоследствии, да, конечно же, все будет по-взрослому. Но вы не будете стремиться, потому что, во-первых, вы будете выходить постепенно из своего состояния, да, все равно, хоть она цепанет вас, но она будет, ну так, она к вам будет присматриваться, и вы к ней. Будет, знаете, будет ощущение вот какого-то комфорта, когда вы будете вот даже дома с ней. Она очень хорошая хозяйка, она хорошая любовница. Вам с ней даже не захочется никуда особо выходить. Хотя, конечно же, вы не будете 24/7 сидеть дома с ней. Но, в принципе, вам будет классно от того, вот вам доказательство. Будет классно от того, что вы есть друг у друга. Это состояние, о котором я уже как бы говорила не один раз, да, когда выпадали подобные женщины, когда не можешь надышаться друг другом, когда тебе хорошо от того, что просто человечек рядом, да. Вы почувствуете с ней такую вселенскую заботу, которой у вас давно не было. Это забота, нежность, ласка. Это, знаете, состояние, когда оживает душа, когда хочется летать на крыльях любви, когда хочется петь, плясать, да, ну я сейчас утрирую немножко, но вы понимаете, как вы начнете оживать с этой женщиной. Я вам скажу так, эти перемены, которые вы, в принципе, заслужили сполна, потому что то, что вы пережили, то, как вы настрадались, ну, вам просто необходима вот такая вот таблетка от одиночества в виде этой женщины. Она будет моложе вас, конечно же, да, я вот внешность не описала. Она среднего телосложения, моложе вас. Вот знаете, с ней как-то будет просто хорошо с первого взгляда, с первой встречи. Бывает, когда общаешься с человеком, хоть и первый раз, да, неважно у кого это, у мужчин, у женщин, и ты понимаешь, что это твой человек, да, хоть вы видитесь первый раз, настолько вот энергетически как-то вы совпадаете. Вот такое состояние будет у вас. Хоть, как я уже и озвучила, поначалу будете присматриваться, сомневаться, потому что, ну, так не бывает, да, таких отношений. Червячок сомнений все-таки будет периодически вас посещать. А так, в общем-то, если резюмировать, я вам скажу так.
Вы это счастье заслужили. Это женщина, которую, наверное, просто Вселенная вам пошлет вот как вашу такую награду, как вашу спасительницу, как вашу помощницу. Не захочется абсолютно никаких других женщин. Вот когда эта женщина появится в вашей жизни, все остальные просто для вас исчезнут и померкнут. А вы знаете, что когда вы влюбляетесь, для вас существует одна единственная. И все остальные куклы Барби, какие бы они ни были, красотки, фигуристые там и так далее, они для вас просто не будут существовать. Просто ни у кого не будет шансов. Напишите в комментариях, ребят, правда это или нет. Если вы влюбляетесь, то у других женщин шансов нет. Знаете, я вот искренне за вас рада и буду просто счастлива, если у кого-то это проиграется, срезонирует, да, особенно на будущее, вот то, что я сказала. Но мне так хочется, чтобы все-таки ваши глаза начали сиять. Ну, ребят, я даже вот больше не буду карты вытаскивать. Семейная карта, то есть о чем это говорит? Все будет зависеть от вас. Вы можете стать семьей с этой женщиной, вы можете просто жить с ней. У вас может быть даже, возможно, сынишка довольно неплохой. Ну, поскольку у нас общий расклад, то здесь может быть и сын, и дочка, неважно. Может быть ребенок в любом случае, если вы того захотите. Ну, конечно же, если возраст, там, возможности позволяют. Это счастливая история, которая должна вас посетить. Это женщина, которая даст вам то, о чем вы давно мечтали. Чего, может быть, вы недополучали раньше. С этой женщиной вы просто почувствуете себя, вот знаете, в том состоянии, из которого не захочется выходить. Хоть и говорят, что счастье – это очень сиюминутное состояние, но опять же, у всех оно бывает по-разному. Остановись мгновенье, да, как говорят, есть слова такие. Ну, что я вам скажу? Я искренне вам всем желаю, чтобы поскорее встретили свою судьбоносную, прекрасную женщину, которая растопит ваше сердце, которой вы сможете поверить и довериться, с которой вы испытаете все эти эмоции, которых вам так не хватает, той заботы, нежности, ласки. И я все-таки надеюсь, что у многих этот расклад срезонирует и сбудется. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!